Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро-прогноз. Июль 2025 года. События на пороге. Знаки судьбы. Давайте узнаем, чего вы сейчас не видите. Вот такой основной вопрос с вами зададим, и от него оттолкнемся, что скрыто, возможно. И у нас сегодня две колоды, как и 78 дверей, принципиальное значение имеют. Двери открыты, закрыты, каков ключ, как открыть эти двери, а может нам туда и не надо, или нет закрытых дверей. Но начнем мы с вами с оракула цыганского, Сибила. Очень специфические карты, должна сказать, потому что значения, которые прописаны в них, ну, также и изображения, они с того момента, как был он создан, они не менялись. Поэтому подойдем, ну так, разумно и переложим на нашу современность. И если мы спросили, чего же вы не видите, и события на пороге, вот давайте мы узнаем. Первая карта у нас будет, чего вы не видите именно. И вторая карта, события на пороге. Достанем и третью карту, события с первых дней месяца. А дальше их раскроем. А на второй колоде, раз уж у нас пошла такая тема, да, цыганский оракул, вот зададим, как в цыганском раскладе, самые такие известно популярные вопросы. Что придет, что уйдет, да, вот давайте узнаем. С чего же начнется июль? Что придет? Что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? И чего опасаться? Итак, давайте будем узнавать, чего же вы не видите. А вот какое-то ограничение у вас есть. Так называется аркан тюрьма. Ну, будем реалистами. Это ведь какие-то, может быть, и рамки. Рамки наших предубеждений, к примеру. Это могут быть рамки нашего мировоззрения, если мы говорим об июле. Это правда, вот Уран в Близнецах ломает стереотипы, ломает шаблоны. Мы могли думать, что вот как-то будет правильно, если я поступлю одним каким-то образом. Или, мои дорогие, вы получаете какую-то информацию, когда вы тоже можете понять, что нет, где-то сожаление может быть, что вот я не видел какой-то реальности. Здесь может это и помочь вам как раз выйти из этой невидимой комнаты или из каких-то стен, которые вас ограничивают. Или, к примеру, задача номер один у кого-то может быть именно по недвижимости, и вы не могли решить какой-то вопрос. И здесь нужно быть внимательным. Где-то карта говорит, здесь нужно быть гибче, безусловно, чтобы о чем-то не сожалеть. И я могу также и допустить такой момент. Вы слышите новость, а возможно, мои дорогие овны, вы уже что-то узнали. Даже на тот период, когда вы смотрите расклад. Но вот эта мысль, с ней еще не свыклись. Она еще как-то не улеглась в вас. И правда, из разряда таких шокирующих, неожиданных именно новостей, что-то может быть, когда мы начинаем понимать, либо мы шли не туда, либо мы как-то видели не то. И пока мы вот эту точку опоры новую обретем или поймем, как нам действовать, здесь нужны мудрые именно решения. Гибкость вам точно совершенно необходима. Это то, что вы не видите. Вы можете или могли даже как бы сами где-то обособиться из-за того, что была какая-то грустная история. Обособиться от мира, от общения, к примеру, в первую очередь. Или самого себя где-то подтолкнуть вот к этим ограничениям, когда я не хочу ни видеть никого, не слышать. Вот я сейчас какую-то свою стезю выбрал, или вот я буду поступать так, вот вы решили, да? Может быть, вам эта мысль на какой-то период давала вот как раз эту точку опоры. А вот теперь мы понимаем, да нет, тут реальность в каком-то другом ключе, в другой тональности, в другом формате, и мне необходимо себя перестроить. Вот и есть такой пункт. Давайте мы узнаем, что же там события на пороге. А посмотрите, верность. И ведь и правда, вы можете тут изменить отношение к человеку, конкретному. Или
у вас есть тот человек, к примеру, который из добрых побуждений. К примеру, мы могли с кем-то поссориться, потому что нам человек сказал то, что он думает, или, может быть, сказал правду, а правда нам это была неприятна. Или, может быть, какой-то был важный разговор, какая-то подсказка была, но тоже мы не захотели это увидеть. Мы настаивали где-то на своем. Да и чаще всего мы именно словно слепы были в каком-то вопросе, либо мы на что-то согласились, либо сами мы там что-то сделали не так, да, и из-за этого и получается вот этот период ограничений. И самое время, как будто никуда вот наш друг или вот эта верности, да, карта, ведь это всегда это какой-то человек, который с добрыми помыслами, мои дорогие овны. Так вот, может быть, не разрушить отношения. Или если даже человек говорит какую-то правду, не воспринимать ее слишком личностно. Ну и на самом деле мы иногда можем даже спорить или думать, если человек сказал что-то такое колкое, или нам это не нравится, значит, это уже какой-то недруг. Вот иногда и такой бывает момент, а на самом деле, согласитесь, если нам кто-то льстит, словно замыливает глаза, ну явно нам от этого не легче. Вот быть мудрее при какой-то правде. Вот сказал бы такую фразу. Поэтому вот, может быть, это как событие, даже, мои дорогие овны, которые вы слышите на более глобальном уровне. Какая-то новость или то, что касается места вашего пребывания, проживания. Вот конкретной местности, там тоже что-то будет меняться. Вам нужно увидеть реальность таковой, какая есть. И это будет сделать совершенно необходимо. Почему? Вы как будто не один или одна. И какая бы тут ни была сложная ситуация, у вас есть возможность выйти из нее. Но пока мы сами глаза не откроем, не случайно нам на этой карте человек как будто прикован вот цепями, да? Да он глаза закрыл. Да, мы с одной стороны можем расценивать как наше сожаление, но с другой-то стороны, это открой глаза. Ты должен в первую очередь осознать, куда тебя привели твои решения, или как ты оказался в такой ситуации. И даже если ситуация, она от вас не зависела, она зависела от каких-то внешних тоже сил, или была обусловлена, может быть, действиями конкретного человека, но все равно глаза открыть и думать, как выбраться вот из этого периода ограничений или из какой-то зоны ограничений. Вот самое время сломать какой-то шаблон. Верность, наверное, быть милосерднее к самим себе. Ведь собака – это символ того, что не зависит, кстати, от материализма или не зависит от того, как кто что думает. Почему по этой карте проходят именно люди, пусть один человек, который к вам преданно относится. Это искреннее отношение. И любовь – это, если мы даже перенесем на личную жизнь, это не есть только какая-то восторженность, это не есть какой-то порыв или страсть, или ну, какое-то первое охватившее наше чувство, состояние влюбленности. А это то, когда или кто остается, когда сняты все маски. Вот какие-то маски снимают люди, или маски спадают для вас, мои дорогие овны, или вы сами теперь уже какие-то потемки хотите завершить. И благо есть тот человек, который рядом с нами. Давайте узнаем, что же там за события будет с первых дней месяца. А ведь и правда, по аркану дом прекрасный, кстати, аркан. У вас сейчас сильная позиция. Но кто-то из вас в июле месяце будет посвящать это время, чтобы совершить важные согласования, подписание каких-то документов. Может быть, вы пересмотрите какие-то документы или будете даже обращаться к юристу, к адвокату. Может быть, по аркану собака – это адвокат, доверенное лицо, которое вам будет помогать, но с учетом все-таки закона. Да, дом в первую очередь говорит о нашей стабильности. Карта не говорит, что вот именно прямо в июле, по крайней мере, по этим трем картам, насколько это можно судить, что, знаете, как есть какие-то события, которые заставляют, ну, вот буквально вас, ну, как-то кардинально вот собраться и
куда-то стартануть. Здесь все равно у вас будет время подумать или что-то проанализировать, потому что есть определенная стабильность все-таки. И вот, видимо, стабильность ситуации вам дает возможность правильно осмыслить ваше положение или с кем дальше взаимодействовать. Это могут быть и вопросы переезда у кого-то это могут быть вопросы, связанные с домочадцами. Все же не только дом, сами по себе стены и место вашего пребывания. Вот где вы сейчас находитесь. Но это еще и те, которые рядом с нами. Все вот дополняет карта, все то, что я сказала по предыдущим двум картам. Здесь свою стабильность нужно как усилить или отстроить новым ключе. Или, если это связано с переездом, подумать как, куда, что-то просчитать, вот это точно. Потому что если мы говорим ломка шаблона и где-то, или выход из какого-то периода ограничений, то все равно мы не можем сделать это на импульсе. Нас карта всячески призывает. Первое, чего вы не видите, не торопись, потому что знаете, самодостаточность – это основной критерий, к которому мы стремимся. И самодоверие – это тоже, это как основа. Но есть вот такое самоуверенность, да, мы говорим. Самоуверенность нам тоже необходима. А вот есть еще один пункт – самонадеянность. Казалось бы, все эти слова, они стоят очень близко. Но вот по части самонадеянность – это тоже своеобразная маска, которая нам мешает увидеть реальность. Поэтому не будьте в чем-то самонадеянны. Может быть, вот об этом нам карта и говорит. Иначе ты, Овен, если будешь абсолютно уверен, что, допустим, ваши суждения верны, или вот я сейчас буду поступать так, и это правильно, а вы рассмотрите альтернативные варианты. Тут нужно по этой карте увидеть как минимум на пару шагов вперед. И спросить у себя, перед тем, как вы кому-то хотите дать обещание, кому-то сказать «да» или «нет», или оформить какой-то документ, подписать документ, взять какое-то поручительство, вот буквально так. Нужно понимать или задать себе вопрос, а что я буду делать, если что-то пойдет не так? Хотя Овен всегда знает, что «а я все равно что-нибудь придумаю», но, видимо, не время для риска, вот нам говорят карты об этом. Сохраняя все то, что нужно сохранять, как и буквально, может быть, это касается материального вашего благополучия, вашего дома, или укрепляй, уточняй, прописывай что-то на бумаге, делай это грамотно, узнай, как работает закон, так и буквально тех людей, которым стоит доверять. Идем с вами дальше. Что же придет в июле? Король жезлов. Вы знаете, где-то с учетом вот первой карты, здесь может быть такая энергия, когда человек вас словно куда-то призывает. И ведь это карта харизматичного лидера, идейного лидера. Вроде вдохновляет или говорит «делай так, не делай эдак». И на какой-то момент нам может казаться, ведь и правда все правильно говорит. Какие-то речи у него правильные, и призывы тоже вроде как правильные. Но не все так просто. Вот увидеть, что находится в тени, что вам не транслирует. Почему? Я только что сказала, просчитайте на пару шагов вперед. Так вот, если мы сталкиваемся с вот этими призывами, и неважно в какой сфере это жизни, хотя жезлы, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги, это про жезлы. Или сам по себе, вот бизнес, ваше личное дело. Так вот, по королю жезлов, ведь это руководитель, это тот, который отдает приказы. Или говорит, как нам делать. Дверей нет, мы делаем сами выбор. Вы можете сами, что придет, ситуация выбора. И с одной стороны, вот нам что-то транслируют, и нам кажется, что да, вот это абсолютно верно. А тем не менее, карта нам говорит, вот этот король жезлов, он не будет потом участвовать в твоей жизни. Тебе придется или что-то делать самому, ну или где-то самому выкарабкиваться. Вот примите это к сведению. Это все же карта жезлы, огненная стихия, это еще и ваши какие-то предубеждения. И карта будет подтверждать все то, что я сказала по предыдущим картам цыганского оракула. Будьте в своих суждениях очень осторожны. Оставляйте, мои дорогие овны, опять же возвращаясь к первым картам, себе пространство для маневра, чтобы вы могли что-то переиграть, изменить. Может быть, это вам придется словно по канату пройти,
какой-то период или какую-то дистанцию вашего жизненного пути, когда пока еще не все прояснено. Говорят одно, а истина где-то рядом. И вам нужно балансировать между тем, что вы слышите, видите, и где-то, может быть, интуитивно предполагаете, как же это на самом деле может вообще потом измениться. Вот интуиция вам помогает. Не случайно именно в этой колоде и говорят, преград нет. И здесь этот идейный лидер вообще в этой колоде, это больше как учитель даже. Он ведь изображен на фоне Стоунхенджа. И ваша интуиция вам дает правильные подсказки. Что уйдет? Туз Пентаклей. Это может быть какая-то конкретно новость, которая пришла, и если мы ее не успели ухватить, или какая-то информация, то это она так и ушла. Или когда буквально есть возможность заработать деньги. Но тут весь риск должен быть сведен к нулю. Карта может говорить о том, что как и предложение, а ты продумай, Овен, это предложение. Или вот тот призыв, или какой-то девиз. Здесь нужно очень хорошо подумать, куда я стремлюсь. Или если все же туз Пентакли у нас говорит о том, что это может быть как помощь высших сил, или какая-то судьбоносная информация, которую мы получим, не оставьте что-то без внимания, потому что есть все-таки риск что-то упустить. Или какая-то тема, которую вам нужно додумать. Потом, знаете, как события поменяются, или события будут развиваться очень быстро. Все же эта карта отчасти небольшой статики, и она пройдет. Вот этот период закончится. Не могу сказать, когда, к примеру, какие-то события буквально ломают нашу жизнь и нас заставляют переходить к каким-то активным действиям. Опять же, есть время подумать. Так вот, не упустить какой-то шанс. Все-таки по тузу Пентаклей это шанс. У кого-то найти работу. И если вы ищете работу, пусть вы даже специалист, у вас диплом по определенной специальности, вот все равно рассмотрите, может быть, какие-то альтернативные организации или куда вы можете приложить еще свои знания. Вот здесь будет какой-то шанс даже выйти вот из какой-то сложной патовой ситуации. Может быть, это вы думаете, как же мне тут что-то изменить. Так вот, карта тогда нам говорит, придет, уйдет. Вроде как есть эта возможность. Надо продумать, как ею воспользоваться, а не прогонять ее от себя. И в то же время какие-то правильные выводы сделать и не торопиться с суждениями, рассчитать какую-то свою траекторию на последующий период, как минимум на несколько шагов вперед. Или вот задать тот основной вопрос, что я буду делать, если один на один останусь. Овна, понятно, этим не напугаешь, но вот не хотелось бы упустить какую-то возможность. Что будет продолжаться? Ну вот вам, мои дорогие овны, посмотрите, начинается с ограничений, словно мы сами себя отчасти, ну, может быть, тем, что шли не туда, опять же, или видели что-то не то, или не так, или доверились не тем, мои дорогие. Тут ведь может быть и личная жизнь. Но какие-то, видимо, выводы сделать и идти дальше самое время. Не упустить, правда, момента, потому что карта силы. Здесь карта силы будет для вас, мои дорогие девочки, говорит, что это ваша сила. Это карта женской силы, притягательности. Это магнетизм женский. Все же женщина, девушка нам изображена, да? И это у вас может быть такой партнер, как харизматичный лидер. Хочется его слушать. Вы будете интересны какому-то человеку. Но все-таки сила здесь, знаете, карта мудрости. Ну, где-то той мудрости и дипломатии, когда мы можем чем-то пользоваться. Или какими-то контактами, предложениями. Но это не с места в карьер. Это, возможно, вам придется хорошенько продумать. Потому что вот есть все-таки по королю жезлов, по крайней мере в своих раскладах, я об этом часто говорю, есть какое-то непостоянство. Потому что король жезлов, опять же, это лидер, это не практик. Эта идея сама по себе шикарна. Но сказать, что он начнет пахать, да нет, ни разу. Пахать будем мы. Вот есть такой момент. И поэтому правильно провзаимодействовать, оставить себе
точки, как маневра, или отступить полшага назад, или с кем-то, может быть, и не поссориться, чтобы нам, к примеру, кто-то принес новость, и мы ее начинаем транслировать, думаем, это последняя истина, точнее, истина в последней инстанции. Нет, здесь тоже, здесь все неоднозначно в июле, поэтому не время выносить вердикты. Будьте мудрее, но приготовьтесь к тому, что вы просто можете кого-то очень сильно манить, словно магнетизировать. И с одной стороны, это приятно, комплименты. С другой стороны, это у нас могут быть так отчасти замылены глаза, да, одевать мы можем и розовые очки. А здесь нужно быть реалистом. Ведь энергетика у этой карты, как у карты мага. Для вас, мои дорогие мужчины, да, помните тоже, вы можете столкнуться с какой-то личной историей, или, может быть, уже сейчас есть та персона, любимая женщина, с которой очень хочется быть вместе. Но тогда нужно что-то перевести в реальность. Самому себе, может быть, спросить, как долго я готов продолжать эти, или готова вот другая сторона продолжает с вами отношения, насколько я готов взять ответственность, насколько я долго буду, в принципе, вот в этих отношениях, не жить одним моментом. Где-то об этом вам говорит карта, и для всех эта карта дипломатии, повторюсь. Нам приходится усмирять свое эго, потому что лев, который это страж двери, который расположен на карте, дверь закрыта, нам показывают. Но от того, как мы договоримся с этим львом, или как мы сами в себе причешем эмоции, будет зависеть, откроем мы эти двери или нет. Но для вас, мои дорогие овны, нет ничего невозможного. Но вот это, кстати, карта туз пентаклей. Обратите внимание, нам показан человек, пусть женщина, но это не обязательно. Она сидит, и ключи у нее в руках, она всем довольна. Все двери заперты, а ключи у нее в руках. Вот нам может казаться, что ключи в наших руках от всех дверей, а карта говорит, что нет, это не будет долго продолжаться. Тут что-то явно будет меняться. И от твоей гибкости будет зависеть, как ты отстроишь фарватер своего благополучия в каком-то новом ключе. Чем не соблазняться? Ну, не соблазняться, наверное, ожиданием или надеждами, что как-то постепенно все встанет на свои места. Очень символично. Все то, что я говорила по аркану король. Жезлов я говорила, что надейтесь сами на себя. Он пахать не будет. И вот нам девушка в таких достаточно дорогих одеждах, она отправляет голубя. Да, нам тоже говорят, закрытых дверей нет, мы сами в этих дверях. Но то, что сказать, нам кто-то придет на помощь. А мы, давайте допустим, что вот этого голубя она как весточку кому-то посылает, в надежде, что кто-то откликнется. А вот тут двое пашут буквально. И, скорее всего, мы можем что-то прождать. Есть какие-то темы, которые придется и решать самому, но как-то и очень элегантно, красиво, дипломатично действовать. Или выстроить какой-то правильный диалог, контакты. Если мы будем говорить, что вопросы касаются именно юридической стороны дела, или вы ожидаете каких-то документов, эта карта говорит о том, что вот если присутствует регламент, именно регламент, когда мы не можем что-то убыстрить, есть определенные сроки, мы над ними не властны, но тогда нужно опять же проявить терпение и мудрость. Поэтому вот так двояко это чем не соблазняться. Не соблазняться что-то, видимо, некоторые вопросы и ускорить, если вы с регламентом сталкиваетесь, но и не соблазняться пустыми надеждами или каким-то бесплодным ожиданием. На что соглашаться? Очень символично, опять же, потому что нам как будто все рассказали предыдущие 3 карты, а 78 дверей нам раскрывает, опять же, нет закрытых дверей. И по 6 кубков это карта искренности, кстати. Да, называют карта прошлого, карта ностальгия. Вот кто-то, может, будет мириться, вполне вероятно, или примиряться. И чтобы помириться, это не значит, что мы где-то там, шаркая ногой, 1000 извинений. Совсем нет, но сказать я в каком-то вопросе был неправ. Короткая фраза. Она очень способствует взаимопониманию порой. И неважно, может быть, это друг, может быть, это и руководитель. Когда мы признаем ошибки наши,
И причем грамотно это нужно делать, как я сказала. Мы усиливаем свои позиции. Мы делаем выводы и идем дальше. И словно прошлое, когда мы даже самим себе говорим: да, я был в этом неправ, или я была не права. Все, мы из себя какие-то цепи сбрасываем, мои дорогие. Вот эти цепи, которые нас искусственно удерживают. Есть все-таки человек по шестерке кубков, то доверительное лицо, надежный друг, или тот, кто вас любит искренне, если мы о личную жизнь. И это никаким образом нельзя разрушить. Я вижу так. Чего опасаться? Ну, видимо, как и каких-то вот таких, как глубокая философия или какие-то глубокие размышления на мелкую тему. Здесь не время сожалеть о прошлом. Здесь нужно сделать выводы, действительно идти дальше, подумать, вот мудрые решения, что я могу сейчас предпринять. И если вы упираетесь в стену, что иногда нам судьба нас сталкивает с такой ситуацией, мы словно пытаемся какую-то дверь пробить или, может быть, даже стену в надежде, что откроется дверь, а двери-то там нет, и мы вдруг в какой-то момент прозреваем: елки-палки, так вот и не было этой двери. Что ж я там так старалась, например, да, вот такое бывает со всеми, наверное, с нами. Ну, со мной так это точно. Ну, вот это своеобразное прозрение нас как раз учит не застрять в каком-то моменте, потому что очень добрый момент будет у вас. Но он пройдет, нам уже об этом сказали. Но наряду с теми эмоциями, которые минус, да, чего опасаться, если мы говорим, но и восторженность. Опять же, это как раз то, что я говорила по королю жезлов, когда мы чем-то вдохновились, но не просчитали на пару шагов вперед. И себе словно замылили глаза. Мы не видим, мы видим как будто будущее. Ведь это всегда по тузу кубков именно в этой колоде. Как будущее какое-то, да? Что-то, рождение чего-то нового. Или пусть это новое направление. Но нам говорят: Овен, ты все равно будешь действительно какой-то вывод делать или выбор. Это неизбежно. Но будь мудрей, просчитай опять же на пару шагов вперед. Ну, а может и на 5, раз уж я так оговорилась. Ну, вот такой расклад, мои дорогие овны. Вот чего вы можете не видеть. Продумайте, у каждого своя жизненная ситуация. Я надеюсь, чем-то наш прогноз был вам полезен. Перекладывайте на себя. А я благодарю вас за вашу поддержку, за ваши добрые комментарии, за то, что смотрите мое видео. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.